Я хочу сказать несколько слов о нашей экстравагантной экспедиции, так сказать, которую мы называем таким образным выражением «в объятиях Дракулы». Да, мы воистину искали легендарный замок Дракулы, понимая, что он находится вроде бы как в Румынии, но при этом понимая, что фильмы снимали далеко не в реальном замке Дракулы. А снимали все фильмы в замке, который называется Брут. Этот замок, обычный замок европейского пошиба. Он такой вот был похож на описание замка Дракулы, и там делали фильмы про Дракулу. И вот как началась наша экспедиция. Я скажу буквально несколько вот слов об этом. Что-то мне как-то любопытным показалось. Я вообще люблю вот эти фильмы про Дракулу, про вампиров. Они как-то любопытные. И как-то уж такая навязчивая идея, что вот эти люди с клыками, они кусаются, сосут кровь, и как-то уж больно раскручивается. А когда уж слишком раскручена идея, то в этом случае получается, наверное, какие-то элементы правды вполне возможно и есть. Потому что не бывает так, что испокон веков, там с каких-то далеких времен все верят в этих вампиров. Вроде сказка сказкой, а все верят в этих вампиров. Понимаете, интересно. И вот в итоге однажды получилось так. Однажды одна моя пациентка, которую я оперировал, это пациентка фрау Фраус из Мюнхена, Германия, Западная Германия. И вот эта вот пациентка как-то мне оговорилась, зная, что в Мюнхене было тайное общество Гитлера. И что ведь мы все знаем, что Гитлер начинал свою деятельность именно из Мюнхена. Там была пивная, я, кстати, был в этой пивной, где Гитлер произнес свою знаменитую речь и все прочее. Но в Мюнхене, как она рассказывала, много обществ Гитлера, затаенных обществ, и они до сих пор еще сохранились. Фрау Фраус знала про мои экспедиции, более того, что мои книги переведены на немецкий язык. Первые, кто перевели мои книги, были немцы. Первая книга, которую они перевели, «Das dritte Auge», то есть «Третий глаз». И вот, и она мне сказала, что Гитлер, в принципе, очень хотел найти Дракулу. Мне как-то стало любопытно. Гитлер? Я знал про его экспедиции в поисках города богов. Я знал про его экспедиции на Кольский полуостров, во многие места, затаенные места мира. И вот, но то, что Гитлер хотел найти Дракулу, я этого не знал. И вот я так возбудился, и как-то я сказал вот так об этом фрау Фраус, и она прислала мне книгу «Дракулу». Книгу под названием «Дракула» Брэма Стокера, англичанина. Я взял эту книгу на английском языке, полистал. Но я знаю английский язык, не до такой степени, чтобы читать по диагонали. Я вызвал своего зама по международным вопросам Анис Хатыповича Хуснутдинова, который знает английский язык вроде бы как даже лучше, чем англичане, и попросил: Анис, ты так по диагонали прочитай, есть здесь что-то резонное или нет, вот просто. Через где-то полчаса он мне приносит вот такую толстую пачку на русском языке и говорит: я перевел эту книгу. Оказалось, эта книга уже была переведена на русский язык, и он мне перевел перевод на русский язык. И я начал читать книгу «Дракула», по которой был поставлен фильм «Дракула», поставлен фильм «Ван Хельсинг» и все вот остальные фильмы про
Дракулу были поставлены по этому фильму. Я начал читать. Она мне вначале показалась вроде бы скучноватой, но потом я обратил внимание на то, что там все написано в виде дневников. 4 ноября я оказался в 4 мая я оказался в Клаузенбурге. И вот то-то, то-то было. 5 мая то-то, то-то. Потом мы доехали до перевала Борго. Потом там была речка Быстрица. Потом там было то-то, то-то, и везде даются названия. Меня, как исследователя, это очень как-то показалось для меня очень любопытным. Если написано в виде дневников, это может быть правда. По идее, это было написано где-то в конце позапрошлого века или начале прошлого века. Вот примерно так вот можно было понять. Клаузенбург – это город, который в настоящее время находится в Румынии. У Брэма Стокера я заметил одну любопытную вещь. А именно то, что там, кроме того, что ведется в виде дневников, указывается географическое название. Город Быстрица, почтовый город. Указывается речка Быстрица, указывается перевал Борго, еще целый ряд таких вещей. То есть идет как бы привязка к местности. И я подумал, что, может быть, если следовать роману Брэма Стокера, то, может быть, мы и найдем на самом деле, где же находится легендарный замок Дракулы, несмотря на то, что это находится в густонаселенной Европе. И мы прекрасно понимали, что ученые, они никому не верят, они вот верят, что этот замок Дракула – это мифическое существо, да и все в этом роде. И вот что у нас получилось. Поверив Брэму Стокеру, англичанину, который написал книгу «Дракула», мы сели на 2 джипа в городе Уфе и поехали через Украину в Румынию. И пошли расспрашивать людей. Ниточка долго длилась. Мы доехали до города Быстрицы, доехали до речки Быстрицы, нашли перевал Борго и тому подобное, начали расспросы людей. И вот однажды я спросил одного бригадира дорожной бригады, которая ремонтировала дорогу. Я его спросил: скажите, пожалуйста, так нагло, я предполагал, что это будет не замок. Замок бы, понятно, его бы нашли давным-давно. Я предполагал, что это будет гора Дракулы. Я предполагал, что замок подземный и что он сокрыт. Я спросил: скажите, пожалуйста, а где здесь гора Дракулы? Он говорит: да вон там, в тех краях, все местные люди говорят, что гора Дракулы там. Я взял карту Румынии и показал на вершину 1215 метров высотой. По нашим предположениям, по расчетам книги Брэма Стокера, все выводило, вот куда заворачивал, вот герой книги туда-сюда, как его вез Дракула к этому замку и тому подобное, тому подобное. И вот получалась у нас вот эта гора, которая обозначена на карте, 1215 метров. И вот вы знаете, он так думал, посмотрел, вот эти говорят так, эти говорят так, эти говорят так, и говорит, показывает на эту вершину, которую мы высчитали, 1215 метров. Да вот местные жители говорят, что вот именно там находится замок Дракулы. Я его спрашиваю, он в виде замка стоит? Да нет, говорит, он подземный, он иногда открывается, иногда закрывается. Земля открывается, закрывается. Я подумал, есть. Это уже что-то.
И мы подъехали на наших машинах вот к этому месту, к вершине 1215. Встретили одного румына, такого приятного, любопытного, такого очень умного крестьянина по имени Николая. И мы у него спрашиваем. У нас был переводчик. Где здесь гора Дракула-то? Так вот же, не знаете, что ли? Показывает он. И мы поднялись на эту гору. И вот тут начались приключения. По всем легендам, по всем рассказам, гора Дракулы – это особая гора, которая светится с 4 на 5 мая каждые 5 лет. Там идет такой луч из этой горы, и после чего, после свечения, глубокой ночью, в 12 часов, с 12 до часу она светится, вылетает огромная летучая мышь, которая, они говорят, вот это вылетел Дракула. После этого это закрывается, то есть каждый високосный год, каждые 4 года, каждый високосный год эта гора светится. А мы были как раз високосный год. И вот, вы знаете, эта гора, как рассказали местные крестьяне, причем довольно умные люди, которые живут там, они рассказали, эта гора открывается, закрывается. Вот, когда мы поднялись на нее, там есть такие впадины, прямо на вершине вот этой вот, в принципе, небольшой горки. Эти впадины, не залазьте туда. Член нашей экспедиции Марат Давлетшин залез туда, потопал и говорит бум-бум-бум, как будто пустота. Сейчас это может открыться. Сколько людей проглотила эта гора. Человек проваливается в пустоту, земля открывается и закрывается. В принципе, можно понять, идет процесс материализации и дематериализации. В это мало кто верит, но на самом деле это вполне возможно. И потом он нас, этот Николай, повел к тому месту, вот здесь был проход в замок Дракулы. Он сейчас зарос, земля закрылась. Я говорю, какой был проход-то? В виде трубы. Вот эта труба, говорит, было, по ней можно было идти на четвереньках. И вот, значит, я сейчас найду это место. Вот, говорит, кто-то ветки положил, потому что, не дай бог, какая-то скотина будет, нельзя беспокоить Дракулу. Он сейчас там, в глубине. Когда придет время, Дракула выйдет, земля откроется. И вот, значит, что получилось? Мы стали, давай, уговорили мы его. Давайте открывать этот проход. И мы взяли там и начали его разрывать, вот эту закрывшуюся землю. И вы знаете, мы в самом деле нашли. Там на самом деле труба. Оттуда стал дуть из этой трубы ледяной ветер. Вот что удивительно. В подземелье, в пещерах температура плюс 4 градуса. Плюс 4 – это не очень холодно. Оттуда шел какой-то вот ветер, оттуда идет, ну такой холод, который, ну, очень трудно вот представить. Там буквально минусовая температура. Мы зажигали зажигалку прямо задувало. И, знаете, я когда засунулся туда, в этот самый проход, то я на самом деле увидел эту трубу. И труба, и за ней, когда глаза привыкли, я увидел какое-то красное свечение. И мне местные люди сказали, вот эти, если увидишь красные глаза, выходи обратно. Этого нельзя делать. Я увидел красные глаза. Был ужас. Все охватило. Но я, видимо, немножко задержался там. Мы немножко переборщили. Нельзя открывать замок Дракулы до того, как можно. Раньше, как они говорили, замок Дракулы был открыт. И вот то, что описывал, они знают про Брэма Стокера. Вот они знают, значит, про то, что
вот англичане были здесь, там была еще австрийская экспедиция. Австрийская экспедиция погибли многие люди. И там то, что замок был открыт, и что Дракула был наяву. Но потом гора закрылась, это была большая площадь открыта. И вот потом осталась только труба, и только в високосный год Дракула вылетает в виде летучей мыши. Вот что сейчас рассказывают. Более того, нам рассказали, что один из австрийцев, который прошел затаенный проход внутрь горы Дракулы, один из австрийцев превратился в золото. Как понять, превратился в золото? Дело в том, что там есть птица, так они говорят, они ее называют курица, несущая золотые яйца. Те, кто входит в замок Дракулы, появляется как бы курица, которая поливает золотым дождем, и человек быстро превращается в золотую мумию. И что там много гробов с золотыми мумиями. И что в виде золотых мумий лежат вампиры. Вот что рассказывали местные люди, простые крестьяне. И вот вы знаете, вот возвращаясь к тому моменту, когда мы открыли вход в замок Дракула, я увидел там вертикальные стены. Я увидел там какие-то вот, все уходит глубоко вниз, какое-то красное свечение, вроде как красные глаза. Тут случилось неожиданное. Была абсолютно ясная погода. Вдруг неожиданно, как бы вот над нами появилось облако, небольшое облачко. Это облачко, вдруг из этого облачка стали бить молнии по этой горе Дракулы, и мы побежали вниз к машине. Что там творилось? Машины заглохли. Развернулась, буквально вот били сплошные молнии об этой горе. Вот на эту гору. Потом мы провели много исследований, много анализов делали, много таких вот научный анализ провели вот этих всех сведений, которые собрали от большого количества людей. И вот пришли к какому выводу, что вот все легенды о графе Дракуле – это не просто так. Что на самом деле под этой горой находится подземный замок Дракулы, возможно. И что этот подземный замок, он живет по иным технологиям, не по нашим. То есть земля открывается, закрывается. Когда нужно, пустят, когда нужно, не пустят. И что там живут какие-то иные существа, которые лишь изредка появляются среди людей, и которых люди зовут вампирами. Эти люди отнюдь не обладают, они отнюдь не являются кровососами. Эти люди, да, имеют такие клыки, но эти люди имеют способность материализоваться и дематериализоваться, то есть перейти в бестелесное состояние. То есть это материализующаяся, дематериализующаяся форма жизни. Не зря Брэм Стокер описывал вот случай с Люси, там как вот Люси, когда стала вампиром, она из своего гроба, каменного гроба, она выбиралась через узкую челюсть, через щели дверей. То есть это в дематериализованном состоянии, а потом материализовывалась и лежала в своем гробу как чистый, вот как материальный умерший человек. И вот они постоянно, эти местные люди в этих краях видят призраков, видят вот этих вот бестелесных существ. И эти призраки периодически очень активны. Они вытягивают какие-то что-то наподобие зубов и ставят клеймо вот сюда на шею. После этого клейма человек уходит в другие места и потихонечку переходит в другую форму жизни. То есть ту форму жизни, когда он может и материализоваться, и дематериализоваться. То есть ту форму жизни, которую люди называют вампирами. Об этом у меня написана книга под названием «В объятиях Дракулы».
Вот как я рассказываю, здесь я во время этого рассказа нельзя рассказать все приключения, которые там были. Вот в этой книге как раз и делается предположение, высказывается та мысль, что на Земле, кроме нас, материальных людей, есть еще человекоподобные существа, которые могут иметь два состояния: бестелесное или дематериализованное, и телесное, как мы. И вот эти существа, они сейчас, видимо, все-таки находятся преимущественно в спячке. Но местные жители в Румынии, в районе горы Дракула, она так и называется, убеждены, что скоро придут времена, что они выйдут. И что они могут заменить нас, людей, материальных, на таких, как они. И они говорят, что у них тоже есть любовь, что они очень страстные, что золотые мумии, в которых они превращаются внутри замка Дракулы, подземного замка, они скоро еще покажут свое. И всем этим руководит курица, несущая золотые яйца. Удивительно вот это выражение «курица», по той причине, что на острове Пасхи, на Алтае и в Монголии есть понятие «птица человека». То есть птица человека, то есть того, который строит подземелье. Вот остров Пасхи, мы знаем, что на острове Пасхи, мы знаем его как там истуканы есть. А все местные люди говорят, что истуканы это так. Главный символ острова Пасхи – птица человек, строитель подземелья. И они-то и построили этих истуканов. Понимаете? Культ птицы человека на Алтае, курганы делают птицы-люди. Вот они так называются. Это не птицы, которые летают. Понимаете? И более того, они везде и всюду проходят, похожи на курицу. Вы знаете, вот на острове Пасхи вот эти места, которые выходы из подземного мира идут, они называются куриные домики. Вот эти. Почему-то слово «куры». И мы были очень удивлены, что и в Румынии есть легенды, есть поверья, есть свидетельства относительно того, что там есть тоже птица. Что-то с птицей связано, то есть курица, несущая золотые яйца. Поэтому в заключение я бы хотел сказать, вот уж много экспедиций по миру. И во время всех этих экспедиций мы, наша группа ученых, все более и более убеждаемся. Убеждаемся в том, что легенды несут за собой мудрость и знания древних. И нельзя огульно охаивать легенды. А есть еще такие люди, которые воистину поверили легендам. Такие люди, как Брэм Стокер, который написал свою книгу «Дракула» в виде дневников и указал даже те ориентировочные места, ориентировочно написал те места и как бы исподволь показал, где находится истинный замок Дракулы. Но он подземный, господа. Там иная форма жизни. И не по нашим зубам. Это пока. Не зря последняя погибшая экспедиция там – это австрийская экспедиция. Надо чтить, я думаю, нам то, что связано с загадками древности, с подземным миром.